День 1635. Алекс на связи. Очень часто возникает спор, можно ли автоматизировать умный дом, например, как это в фантазиях или фантастических фильмах показывают. Конечно, многие ориентируются на какие-нибудь фильмы, типа там «Железный человек» и его умный ассистент Джарвис. Конечно, по большому счету, мне даже пришлось пересмотреть этот фильм для того, чтобы просто понять, ошибаюсь я или не ошибаюсь. Но по большому счету, конечно, Джарвис это там не какой-то очень умный искусственный интеллект, который все угадывает, все желания. А это все-таки просто робот фактически и какой-то голосовой помощник, который просто может выполнять команды, которые можно отдавать голосом. Очень много споров возникает, что автоматизация умного дома и вообще умный дом это полностью автоматизированный, где не надо кнопками ничего там делать, ничего нажимать, что можно просто там заходишь в комнату, свет включается, выходишь, свет выключается, если стало холодно, то подогревается, если стало жарко, то охлаждается, и в принципе вообще ничего не нужно делать самому. Конечно, многие так говорят и пишут, и возмущаются, но на самом деле очень мало предложений, как реально это сделать, как настроить и так умный дом, как написать такой сценарий. Конечно, все-таки хочется предположить, там, что можно написать сценарий, и он будет работать корректно, и во всех ситуациях будет комфортно работать. Но это будет очень сложно, и, конечно, приходится постоянно думать, как этого достичь. Иногда думаешь, уже все настроил, сценарий уже правильно работающий, и все там хорошо с ним, но сами желания, конечно, меняются, и уже не устраивает, как оно включается, что вроде хочется или там потусклее, или посветлее, или потеплее, или похолоднее. То есть, в принципе, я уже сам начинаю как бы не совпадать с этими автоматизациями. И, конечно, хотелось бы, чтобы автоматизации подстраивались автоматически под новые желания, каким-то образом отслеживали там мое поведение. Если я, например, сказал, что мне жарко, то в следующий раз уже температура будет пониже. Ну, фактически, конечно, так можно сделать. И, например, если я через колонку говорю «сделай похолодней», то в этот момент просто на термостате понижается целевая температура, и с этого момента фактически термостат будет работать именно на пониженную температуру ориентироваться. Если я говорю «мне холодно» и, например, «сделай потеплее», то, конечно, тогда температура повышается на полградуса на этом термостате. И тоже, соответственно, будет уже постоянно поддерживаться повыше температура. Ну, с освещением, конечно, так не получается. Там, если сделаешь поярче, фактически, конечно, если есть диммер, например, то он установит яркость определенную, и, например, при включении или выключении он будет ее восстанавливать. Но малейшие изменения, например, там, удержание клавиши, или если этот диммер позволяет, например, просто сдвинув там, проведя по нему пальцем, например, увеличить яркость, то, конечно, в следующий раз она уже будет другая, и ее подстроить обратно не так будет удобно. Даже, например, громкость на колонке я тоже умной, она меняется постоянно, ее постоянно делают то громче, то тише, но фактически я сделал так, чтобы уже когда наступил вечер, всегда громкость устанавливалась определенная, чтобы если там я обращаюсь или включаю музыку, то колонка не кричала громко и никого не пугала. Но также для обогрева, конечно, или кондиционирования возникают разные сложности. То есть, когда, например, изменились условия, например, светит солнце и становится жарко, особенно летом, или пришли гости, и много людей, и уже тоже становится душно, и жарко, и хочется и температуру понизить. И, конечно, каждый раз говорить и голосом, или там подкручивать, или выключать термостат, это слишком сложно. Но сама система, конечно, это очень сложно ей будет определить. Конечно, можно предусмотреть, чтобы какой-то сценарий отрабатывал
там, например, запускаю сценарий гости, и тогда все устройства переходят в определенный режим, понижается температура целевая на разных термостатах, и, например, там освещенность становится выше, конечно, это удобно. Но даже в этом случае все равно могут быть разные ситуации, когда решили посмотреть, там, не знаю, телевизор или просто посидеть за столом и поговорить, или какие-то игры поиграть, то, конечно, все равно получается, нужно будет режимы менять. Также для того, чтобы каждый раз не настраивать или там не делать какой-то сложный сценарий, на многих умных устройствах, там, конвекторах или термоголовках тоже есть такой режим, когда они определяют резкое понижение температуры в комнате, то они могут перейти такой в режим проветривания, и тогда они перестают нагревать для того, чтобы не тратить электроэнергию или там не греть улицу. Но, конечно, большого смысла в этом нет. Я сколько раз проветривал, наоборот, считаю, что температура должна дальше подогреваться, и, конечно, при закрытии окна все равно комната нагреется, потому что и вещи теплые, и стены теплые. Но если сам радиатор будет выключен, например, а это может быть какой-нибудь масляный радиатор, то, в принципе, будет очень долго нагреваться, потому что воздух, конечно, и быстро остыл, но будет не очень приятно, потому что если там он сильно упала температура, то уже находиться в комнате будет не очень хорошо. Но иногда еще бывает, конечно, такая ситуация, когда в комнате становится очень жарко. Это, конечно, может быть по разным причинам. Либо обогреватель что-то неправильно работал и перегрел комнату, либо центральное отопление очень сильно работает и не соответствует температуре на улице. И становится в комнате достаточно жарко. То есть у меня так сделано, например, зимой. Кондиционер, конечно, никакой не включается. И обогреватель, даже если выключен, может быть очень долго оставаться тепло, и приходится просто проветривать именно с целью именно охладить комнату, и, конечно, тогда обогреватель не нужен. В принципе, не надо, чтобы он включался, потому что если цель была охладить, то нужно все-таки его перевести в режим такой, что он не поддерживал никакой температуры. Автоматически управлять светом тоже довольно сложно, потому что условия могут быть разные. И на самом деле у меня сделано так, что утром, когда я просыпаюсь, как обычно там определенное время, если это рабочий день, то у меня включается светильник сначала на небольшую яркость, потом она повышается постепенно. И я, в принципе, понимаю, что сейчас столько-то времени, нужно уже встать, начать собираться. Потом перед тем, как выходить, он фактически выключается сам. И я вижу, что да, нужно уже идти. Поэтому, конечно, такой сценарий, который постоянно повторяется, его легко запрограммировать, и можно там постепенно его совершенствовать. Но если это выходной день или там праздничный, и неожиданно я решил остаться дома, то, конечно, не очень удобно, когда этот светильник начинает включаться, и еще сплю, и, в принципе, не собираюсь вставать. И, конечно, такой конфликт достаточно сложно следить. Конечно, можно привязывать календарь, можно привязывать разные праздничные дни, но он, допустим, может и не учесть и отпуск какой-нибудь, и еще какие-то другие события. Ну и в целом, если я все равно там, например, захотел посмотреть кино и включил телевизор, конечно, очень сложно будет ему догадаться, умному дому, о том, что я именно кино решил посмотреть, и надо включить определенный свет, а не какие-нибудь там новости смотрю. И, конечно, бывает смотреть новости, наверное, даже будет интереснее, но это, наверное, не совсем то, что я хотел бы. Конечно, иногда хочется, чтобы, когда я прихожу, автоматически включался свет, включалась музыка определенно, там декоративная подсветка включалась, и когда я ухожу, она выключалась, или когда я ложусь спать, она автоматически тоже выключалась. Но, конечно, я могу лечь спать в разное время, и посреди дня могу тоже делать разные другие дела или куда-то уходить. И, конечно, будет очень сложно с системой умного дома определить, что именно сейчас я хочу делать.
И если я еще один, то, конечно, там, в принципе, можно настроиться, подстроиться под эти правила и каким-то образом настраивать систему или там давать команды, какие-нибудь другие параметры, например, там, по наличию телефона в сети, подстраивать какие-то сценарии. Но если людей много в комнате, в квартире, например, то, конечно, очень сложно будет отследить, кто что делает и насколько изменился его планы там, или что он собрался делать, и подстроить сценарий под каждого конкретного человека будет не очень просто в умном доме.